Операция в столице. В Москву в панике стягивается техника. Бронированные машины на улицах. Президент ввел чрезвычайное положение. Армия окружила резиденцию. Взрыв в российском городе. Громкий теракт в центре региона. Захват международного аэропорта. Масштабный штурм и бои у самого терминала. Абсолютный рекорд дальности. Дроны зашли в глубокий тыл. Путина призвали срочно остановиться. Военная операция Украины против Лукашенко. Минск ответил на ультиматум Зеленского. Об этом и многом другом к утру 21 июня. Доброе воскресное утро. Спасибо, что начинаете этот день вместе с нашей командой. Это правильный выбор. В студии для вас работает Степан Бутила, и мы начинаем. Безопасно теперь только в Сибири, думали все. Глубокий тыл оккупантов официально перестал быть безопасным, но остается глубоким. Дострелялись и довоевались уже до того, что дроны впервые добили аж до Сибири. В субботу под удар попал нефтезавод в Тюмени, около 2000 километров от украинской границы. Абсолютный рекорд дальности, говорят некоторые. Местные слышали взрывы и видели густой дым над предприятием до десяток пожарных машин. Хотя власти, как водится, бодро отрапортовали, что атаку отразили, завод цел, цели не поражены. Вот только местный аэропорт на всякий случай тут же закрыли, а рейсы отменили. Если дроны достают уже до Тюмени, впору задуматься, а есть ли вообще в России место, куда не дотянется украинская рука, точнее, рука украинского оператора-беспилотника. Россия тем временем, как шутят в сети, уже героически победила топливный кризис, а очередей на заправках нет, потому что и бензина нет. А где есть, там коллапсы и цены из космоса. Где-то 95-й уже по 119 рублей за литр, а премиальный под 160. Чё, блин? 115 рублей 95-й? Охренеть. В Туле и десятках регионов очереди и пустые колонки, чиновники мямлят про перестройку логистики. Хотя причина одна – дроны выбили четверть всего производства бензина в стране. И в чем проблема? У нас новая проблема, у нас нехватка бензина. Проезжала сегодня 3-4 заправки, бензина нету. Дошло до абсурда. Россияне торгуют топливом в бутылках с рук, и Авито и другие сервисы в спешке запрещают такие объявления, наверное, чтобы не позориться. На 500 рублей. А в самой Москве картина из антиутопии. Комплексы ПВО ставят прямо на крыши жилых домов. Проводится операция. Только какая, пока я не понимаю. На днях в столицу в панике стянули все, что хоть как-то еще может сбивать, включая панцири. Оголив, надо полагать, и регионы попроще, и сам фронт. Что до того, как это хваленое ПВО справляется, лучше всех высказался их же военкор Дмитрий Стешин. Грубо, зато честно. ПВО, как волосы на лобке, прикрывают, но не защищают. Прекрасно. Ваня. Так, да. Но Стешину бы язык за зубами придержать. Один такой его коллега за свой длинный язык едва не поплатился жизнью буквально. Наемники из российской ЧВК похитили собственного же военкора Романа Семенова за то, что он писал про их художество. Вывезли, пытали и даже держали в закопанном гробу. Вот так Z-машина уже жрет своих же певцов. А секрет, почему ПВО так пропускает, простой. Его раскрыли эксперты CNN. Дроны не обходят систему, а заваливают ее числом. Комплексы же делали против самолетов и ракет в основном, а не против сотен мелких беспилотников разом. Прикрыть надо всю страну сейчас. Вот защиту и размазали так, что дыр полно. В них и залетают. А больно бедным москвичам. До них тоже все это долетает. Пожалуйста, хватит, остановите эту войну. Я хочу здесь именно жить, а не выживать. Извольте-ка, что останавливать, если еще ничего даже не начинали? Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Интересно получается, ничего еще даже не начинали, а бензин уже закончился. В конце концов, есть же и более экологичные виды транспорта, и за этим будущее. Что надо делать сейчас всем? Переходить на более реальный транспорт. Ведь уже и символ путинской энергетической сверхдержавы трещит по швам. «Газпром» рухнул в цене до уровня аж 2009 года. Европа для Москвы закрылась, а разворот на восток провалился. Китай берет меньше, платит скупее, да еще и сбивает цену по оси Сибирь. Грозили газом всему миру, а сидят с трубой, которую некому продать. Национальное достояние превращается в обузу. А чтобы срочно заткнуть бензиновые дыры, нефтяная сверхдержава гонит к себе бензин эшелон за эшелоном из Беларуси. Причем сделаны из ее же российской нефти. Качают сырье соседу, а выкупают обратно топливом. Дожили.
Крышка НПЗ отлетает, а пропагандистам сносит крышу. Тот самый кадр, который радует глаз и вас, но не Собчак. А как? Да вот так. Удар по московскому НПЗ так возмутил совесть нации, что она кинулась отчитывать уехавших и не только россиян за радость по поводу горящей Москвы. Угорая над этой атакой, вы не над Путиным угораете, не над российским ПВО. Вы плюете в лицо народу, который кто-то из вас вроде как считает своим. Не думаю, что вы лучше тех, кто восторгается ударами по условному Киеву или Львову. Зачем терять остатки человечности? Трогательно. Вот только мораль о человечности звучит немного странновато из уст псевдооппозиционной дамы, которая что-то не особо тревожилась, пока путинский режим равнял и равняет с землей Украину. А как свое же ПВО НПЗ задело, да так, что теперь видно даже из космоса, то сразу же задело и Собчак. Как вам такой урок человечности? Напишите в комментариях. А горькие напоминания, кто все это затеял и что из этого выходит каждый день. В Запорожье под российскими авиабомбами погибли 5, еще несколько ранены. В Харькове бомба попала прямо в жилой дом. Минимум 1 погибший и 9 раненых, среди них дети. Не успела даже дверь открыть. Слышу сирену, щелчок и все сыпется на голову. Вот так присела. Пока разрылась, вот, начала кричать своих звать, отца звать, мужа звать, ребенка звать. Мужа женщины достали из-под завалов без ноги, ребенка увезли в больницу. Вот она, та самая война, которую в Москве еще даже не начинали. Военная операция Украины против Лукашенко. После ультиматума Зеленского в Минске занервничали не на шутку. Украинский президент дал неделю на то, чтобы убрать с границы технику, наводящую российские дроны на украинские города. Мы в Украине знаем про 4 таких ретранслятора в Беларуси, а именно в Гомельской и Брестской областях. У Беларуси есть время, чтобы их демонтировать. И удар попал в нерв. Лукашистская пропаганда вспыхнула, а зарево от горящих кресел, видать, за 1000 километров. Тебе неделя, чтобы протрезветь. Тыжня. Уже слова не произносишь. Совсем уже охренел. Угрожать Александру Лукашенко? Оно вздумало. Червивая гнида. Их ручные эксперты уже раскручивают огромную страшилку. Тронь Украина, Беларусь, следом полезут соседи по НАТО, и пошло-поехало до ядерной войны. Мол, вставай, страна народная, готовься. Путин со всем арсеналом 5-й год не может прикрыть даже Москву, по которой дроны бьют как по мишени. А минские подпевалы уже на чужую ядерку губу раскатывают. Хотя на деле все проще. Захочет Лукашенко, отключит те глушилки за неделю. Вот только сам он, еще вчера грозно вещавший на весь мир, будто бы воды в рот набрал. Тишина. Оно и понятно, чем отвечать, когда главная гордость белорусской армии сейчас новый могучий фталодрон с технологиями с 2015 года. Особо не повыделываешься. Правда, кое-что зашевелилось. По Минску зачем-то прокатили Ми-26. Крупнейший серийный вертолет планеты. Куда и зачем, никто не знает. Не иначе, как грозный ответ готовят. Эксклюзивные кадры от подписчиков, и кровь от них стынет. Помогите! Кто-нибудь помогите! Да, ребята, нет, не помогайте! В Пензе продолжается настоящая охота на людей. Силовики хватают мужчин прямо на улице, везут в военкомат и принуждают подписывать контракт. Метят не в призывников, а в тех, кого легче всего сломать. С долгами, судимостью или просто подвыпивших. Отсунут протокол на подпись, а это контракт. И человек уже за 1000 километров в воинской части. Только в Пензе так намотали под 100 мужчин, по свидетельствам очевидцев. И вряд ли она одна такая Пенза. Вот вам и бусификация по-русски. Чем Кремль прикал Украину, тем сам и занялся. Дмитрий Медведев снова разразился грозными речами. Видать, удары по Москве в голову вдарили. И не только. Пятница же. Язык развязался. С учетом массированных террористических атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может. А заодно объявил ненужными и Гаагские конвенции, те самые международные законы войны. Сами россияне, кстати, злорадно уточняют у Медведева. Ну так что, теперь ударите по Зеленскому и атомным станциям или опять сотрясаете воздух? Но Медведева уже было не остановить для ответа. Он высказался на все горячие темы сразу. Президент Польши наконец-то лишил поклоняющегося нацистам киевского дегенерата ордена Белого Орла. Уверен, для главного бандеровца это не станет проблемой. Теперь на его зеленой толстовке появится больше места для железного креста Гитлера с золотыми дубовыми листьями. Ну а пока Медведев бушевал в сети, сам Путин уже 3-е сутки про удар по Москве и регионам загадочно молчал.
В российском Краснодаре кровавая драма. 19-летний парень устроил резню в торговом центре. Сперва взорвал самодельную бомбу, а потом с холодным оружием набросился на посетителей. Погибла женщина, еще несколько человек ранены. Тяжелее всех охранник, на которого он напал первым. На допросе молодой человек заявил, что мстил, потому что его всю жизнь обижали. Скрутили его сами посетители еще до приезда полиции. Бронетехника на улицах, солдаты у президентского дворца, опустевшие площади. И нет, это не кадры переворота, а страна, которую охватил настоящий хаос. Президент Боливии Родриго Пас ввел в стране чрезвычайное положение и выпустил армию на улицы расчищать баррикады после полусотни дней протестов, парализовавших всю экономику. Военные с оружием стерегут мосты и подступы к историческому сгоревшему дворцу в столице, а заварилось все с до боли знакомого. Власти урезали топливные субсидии ради экономии, и понеслось. Перекрытые дороги, нехватка бензина, еды и лекарств, бастующие профсоюзы и одно требование – отставка президента. Похоже, Боливию ждет жаркое лето. Да и не только ее. Мир сейчас потряхивает со всех концов. В далекой африканской стране Нигер боевики, связанные с Аль-Каидой, средь бела дня попытались захватить главный международный аэропорт столицы. Бои кипели у самого терминала, погибли 35 человек. Штурм едва отбили. Куда ни глянь сейчас, то перевороты, то теракты, то протесты. Штормит сегодня всю планету разом. Но Трамп в эти дни продолжает фонтанировать заявлениями, да такими, что голова кругом. То хвастается, что после войны с Ираном его власти нет никаких пределов, то объявляет, что в одиночку спас Израиль от уничтожения, хотя сам же только что подписал сделку с Ираном за спиной союзников, и теперь грозит уже своему другу, премьеру Нетаньяху. Если бы не я, Израиля сегодня бы не существовало. Если бы не Дональд Трамп, Израиль бы стерли в порошок. Ваши отношения с Нетаньяху? Хорошие, но мне приходится удерживать его в рамках меняемости. А Европе он и вовсе выкатил счет, мол, верните-ка штатам 350 миллиардов, что Байден потратил на Украину. И все это на фоне роскошного нового борта номер 1 за миллиард, подаренного Катаром, которым Трамп упивается как ребенок новенькой игрушкой. Вот только пока он бьет себя в грудь, перемирие на Ближнем Востоке трещит по швам. Израиль снова бьет по Ливану, а вся движуха Трампа с Ираном по подсчетам влетела миру в $1 триллион. Сегодня одно, завтра другое. Простите, но уследить за величайшим миротворцем в истории уже невозможно. Президент. А вам как такие заявления от главы мощнейшей страны в мире? Мощь? Делитесь анонимно в комментах. И подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Уже вечером свежий новостной выпуск от Нехта.